Ученые заявляют, что им удалось найти человеческую ДНК в ископаемых останках возрастом около 400 тысяч лет. До сих пор самым древним известным образцом ДНК считались образцы, возраст которых едва достигал 100 тысяч лет. Когда ученые впервые обнаружили фрагменты древних человеческих останков в Европе, они понимали, что находки особенные. Но тогда никто в полной мере не осознавал, насколько древними были эти останки и сколько они в конечном счете могут рассказать о самых ранних главах человеческой истории на континенте. Археологи объявили, что раскопали самые древние останки Homo sapiens, когда-либо обнаруженные. Анализ показывает, что ископаемые датируются примерно 315 лет назад. По сообщениям, опубликованным в конце 2024 года, исследователям теперь удалось секвенировать самую древнюю высококачественную ДНК современного человека, когда-либо извлеченную в Европе. И результаты столь же революционные, сколь и озадачивающие. Давайте погрузимся в тему. Древние истоки. Открытия сосредоточены вокруг двух мест, разделенных несколькими сотнями километров. Ранис в современной Германии и Златикун, пещерный памятник в Чехии. В обоих местах были обнаружены скелетные останки, датируемые более чем 40 тысяч лет назад, что относит их к важнейшему периоду, когда наш вид впервые ступил на территорию Европы. До недавнего времени сведения об этих ранних первопроходцах были не более чем спекуляциями, основанными на фрагментарных ископаемых и каменных орудиях. Но ДНК, сохранившаяся в зубах и костях десятки тысяч лет, изменила все. В Ранисе археологи вели раскопки десятилетиями, извлекая орудия, связанные с тем, что называется культурой Линг-Комиан, Ренезиан, Джермановичиан, характерной традицией изготовления пластинчатых орудий, которая когда-то ставила в тупик ученых. В течение многих лет шли ожесточенные споры о том, были ли эти орудия творением последних неандертальцев или первых современных людей в этом регионе. Скелетные фрагменты, найденные рядом с ними, были слишком неполными, чтобы разрешить этот вопрос, но генетическое секвенирование теперь дало окончательный ответ. Люди из Раниса были Homo sapiens, представителями нашего собственного вида, которые жили более 45 тысяч лет назад. Место Златикун, название которого переводится как «золотая лошадь», хранит свою собственную замечательную историю. В начале 1950-х годов во время строительных работ была обнаружена почти целая женская черепная коробка, глубоко захороненная в системе пещер. Десятилетиями ее изучали главным образом как палеонтологическое любопытство. Хотя радиоуглеродное датирование указывало на большую древность, ее точное место в человеческой истории оставалось неясным. Недавнее секвенирование генома показало, что женщина, часто именуемая просто женщиной из Злати, является одной из самых древних современных людей, когда-либо идентифицированных в Европе. Ее останки датируются примерно между 42 и 49 тысячами годами назад, что ставит ее прямо на заре расширения человеческих популяций в Евразии. Генетический материал, извлеченный из Раниса и Златикуна, не только исключительно древний, но и необычайно высокого качества. ДНК быстро разлагается со временем, особенно в умеренном климате, что затрудняет получение читаемых последовательностей из костей. Тот факт, что из этих мест удалось восстановить такие полные геномы, сам по себе представляет собой научное чудо. Это предоставляет исследователям беспрецедентное окно в период долгое время окутанной тайной. Из того, что известно наверняка, следует, что эти люди жили в эпоху глубоких перемен. Европа примерно 45 тысяч лет назад была континентом в движении. Неандертальцы все еще населяли большую часть земель,
но их популяции сокращались. Современные люди только начинали проникать в регион с Ближнего Востока, неся с собой технологии, культурные практики и генетические линии, которые сформировали ход доисторической истории. Встреча между этими двумя видами, нашими предками и неандертальцами, была одним из определяющих моментов в истории человечества. До секвенирования геномов из Раниса и Златикуна ученые могли лишь выдвигать теории о том, какими были эти первые люди. Археологические данные рассказывали часть истории, показывая, что они были умелыми изготовителями орудий, делавшими пластины, наконечники и украшения. Но оставались вопросы: откуда они пришли? Насколько близко они были связаны с более поздними популяциями? И какую роль они сыграли в окончательном исчезновении неандертальцев? Генетические результаты начинают давать ответы. Они подтверждают, что и люди из Раниса и из Златикуна были полностью современными людьми, происходившими от той же миграции из Африки, которая населила остальной мир. Но в отличие от людей, пришедших позже, их генетические линии, по-видимому, рассоединились очень рано, представляя ветвь человечества, у которой нет выживших потомков сегодня. Это открытие, намеченное в предварительных отчетах и теперь подтвержденное геномными исследованиями, представляет этих людей как часть утраченной главы в нашей истории, эксперимента человеческой экспансии, который в конечном итоге не оставил следа в современных популяциях Европы. Именно поэтому исследователи называют эти геномы одними из самых важных, когда-либо извлеченных. Это не просто образцы древней ДНК. Это прямой документ о самом раннем присутствии человека на континенте, сохранившийся в исключительной деталировке. Через них мы можем начать реконструировать не только то, кто были эти люди, но и как они вписывались в более широкое человеческое путешествие. В конце концов, история редко бывает линейной. Заселение Европы людьми не было единичным событием, а представляло собой серию попыток, некоторые из которых увенчались успехом, а некоторые закончились вымиранием. Эти недавно секвенированные геномы фиксируют одну из самых первых волн, проливая свет на борьбу и стойкость людей, живших на грани выживания десятки тысяч лет назад. История, скрытая в их ДНК, в конечном итоге раскрыла нечто, считающееся невозможным. Одна из самых замечательных черт недавно секвенированных геномов — не только их возраст, но и то, что они раскрывают о семье. Древние кости и каменные орудия могут рассказать многое о технологиях и выживании, но ДНК обнажает человеческую сторону, узы крови, родство и совместную жизнь. Впервые ученым удалось реконструировать расширенную сеть семейных связей, которая жила вместе в Европу ледникового периода. В Ранисе исследователи изучили фрагменты от 13 индивидов, и благодаря генетическому секвенированию им удалось идентифицировать по меньшей мере 6 отдельных людей, 3 мужчины и 3 женщины. Среди них выделялась тесная материнская связь. Одна взрослая женщина и более молодая девочка оказались матерью и дочерью, жившими бок о бок в то время, когда выживание требовало стойкости и единства. Эта находка описывается инсайдерами как одно из самых ранних и наиболее ясных генетических подтверждений родственных отношений родитель-ребенок в доисторической Европе. Но на этом история не заканчивается. Другие фрагменты показали людей, связанные более отдаленно, возможно, двоюродными братьями, дядями или членами расширенной родовой группы. Это указывает на то, что памятник в Ранисе был не просто местом разрозненных погребений, а скорее местом, где когда-то жило тесно связанное сообщество, охотившееся и борющееся вместе с трудностями ледникового климата. Связи становятся еще более интересными, когда индивидов из Раниса сравнивают с женщиной из Злати. Согласно отчетам, ее идентифицировали как родственницу 5-й или 6-й степени по отношению к 2 из людей из Раниса.
Такой уровень родства в современных терминах означал бы наличие общих прадедов. Иными словами, несмотря на расстояние, женщина из Злати принадлежала к тому же широкому родовому древу, что и группа из Раниса. Значение этого состоит в намеке на перемещение. Если люди, связанные кровными узами, могли жить, находясь на сотни километров друг от друга, это говорит о том, что эти сообщества не были статичны. Скорее всего, они перемещались по обширным территориям, формируя сети родственных групп, рассредоточенных по Центральной Европе. Такая мобильность была бы жизненно важной в эпоху, когда зверовых было мало, а климат суров. Археологи давно спорят о том, как ранние люди организовывали свою жизнь. Жили ли они малыми нуклеарными семьями или более крупными взаимосвязанными группами. Находки из Раниса и Златикуна дают редкое прямое свидетельство. Они показывают не просто изолированных индивидов, а сети родства, протянувшиеся через пространство и время. Для исследователей это окно в социальную ткань Европы ледникового периода, демонстрирующее, что родственные связи имели большое значение. Даже тогда, по словам инсайдеров, в этом генетическом материале слышны культурные отзвуки. Люди Раниса были связаны с той же традицией изготовления каменных орудий, что и у находок около Златикуна, что создает возможность того, что знания и умения передавались по родовым линиям. Такое совпадение культурных и биологических связей подтверждает идею о том, что это были не случайные группы, а связанные сообщества, разделявшие происхождение и образ жизни. Чтобы представить это в человеческом измерении, представьте мать, тщательно обучающую дочь изготовлению лезвия из камня, передающую технику, которой сама научилась от своих родителей. Представьте дальних кузенов, встречающихся во время сезонных миграций и узнающих в друг друге знакомые черты родства. Данные ДНК позволяют нам одеть эти кости в плоть и увидеть людей, связанных любовью, обязанностью и общим происхождением. Возможно, самое леденящее душу в этом открытии, насколько оно кажется знакомым. Несмотря на огромную пропасть времени, генетические связи в Ранисе и Златикуне отражают наши собственные человеческие переживания сегодня. Семьи, заботящиеся друг о друге, дети, унаследовавшие традиции, группы, разрозненные, но связанные, противостоящие неопределенности с опорой на силу родства. Задолго до того, как ДНК могла заговорить, археологи оставались с молчаливыми фрагментами, каменными орудиями, разбросанными костями и одной навевающей мысли черепной коробкой. Это были подсказки, намекавшие на человеческую историю. Но в течение десятилетий кусочки отказывались складываться в единую картину. Памятники Ранис в Германии и Златикун в Чехии представляли собой манящие загадки, разжигавшие споры в научных кругах. То, что они означали, оставалось неясным до недавнего времени. В Ранисе первыми были обнаружены орудия. Острые лезвия, тщательно обработанные наконечники и характерные кремневые ножи лежали в слоях ледникового периода. Совокупность этих артефактов получила название традиции Лингкомен Ренессиан Джермановичен или ЛРД. Для непосвященного глаза это были просто куски камня. Но для археологов их форма и стиль указывали на нечто уникальное. Проблема заключалась в том, что никто не мог прийти к согласию, кто их изготовил. Некоторые исследователи утверждали, что это была работа последних неандертальцев, ведь неандертальцы жили в Европе сотни тысяч лет и оставили после себя впечатляющие наборы орудий. Другие настаивали, что ЛРД представляет приход современных людей, новую культуру, распространявшуюся на континент с юга. Без человеческих останков, ясно связанных с этими орудиями, вопрос десятилетиями оставался открытым.
череп из златикуна представлял не менее упрямую загадку. Когда его извлекли в 1950-х годах, ученые сразу поняли, что он древний. Его черты выглядели современными. Округлая черепная коробка, уменьшенные надбровные дуги, но его возраст оставался неопределенным. Ранние попытки датирования давали разбросанные результаты. Почти полвека личность женщины из злати оставалась кусочком пазла, который не хотел встраиваться. Была ли она ранним пионером Европы, представителем более поздней миграции или чем-то вовсе иным? Еще больше усложняла картину сама среда ледникового периода. Примерно 45 тысяч лет назад Европа представляла собой изменчивый ландшафт крайностей. Летом части Центральной Германии и Чехии могли напоминать травянистую степь, усеянную стадами бизонов и диких лошадей. Зимой же пронизывающие ветры сгоняли людей по открытым равнинам. Температуры опускались до 20 градусов по Фаренгейту или ниже. Общности, жившие в этом мире, нуждались в мастерстве, адаптации и социальной сплоченности, лишь бы пережить периоды невзгод. Но кто именно составлял эти общности, долго оставалось неизвестным. Инсайдеры описывали настроение среди исследователей в тот период как простое разочарование. У них были орудия, у них были ископаемые, у них даже был почти целый череп. Но без генетических доказательств история оставалась незавершенной. Когда геномы людей из Раниса и женщины из Злати наконец были расшифрованы, ученые были шокированы. Самая древняя человеческая ДНК была наконец секвенирована, и то, что она показывает, заставляет многих чувствовать себя неловко. Это были не просто древние люди, жившие на окраине Европы. Они принадлежат к генетической ветви, не похожей ни на одну из популяций, живущих сегодня. Линия, которая отделилась от основного человеческого древа таким образом, который до сих пор ставит исследователей в тупик. По сообщениям ДНК показало, что люди Раниса и Златикуна относились к самой первой волне современных людей, вошедших в Европу. Их генетические сигнатуры разошлись почти сразу после того, как люди покинули Африку десятки тысяч лет назад. Это затруднительно для понимания, потому что в технических терминах они представляют то, что иногда называют базальной евразийской ветвью. Ранний раздвоенный путь, который ушел в сторону от последующих европейцев, азиатов и коренных народов Америк. Но в отличие от этих групп, эта ветвь не оставила потомков современных популяций. Последствия глубокие. Когда люди думают о миграции из Африки, они часто представляют себе единый поток первопроходцев, двигающихся в новые земли и дающих начало всем современным популяциям. Но ДНК из Раниса и Златикуна рассказывает иную историю. Она указывает на то, что расширение человечества не было прямой линией, а представляло собой серию волн, некоторые из которых процветали, а некоторые в конечном итоге исчезли. Эти ранние европейцы были одними из первых исследователей континента, но они не были предками тех людей, которые впоследствии процветали там. Одной из самых поразительных черт их геномов является присутствие неандертальской ДНК. Каждый неафриканец сегодня несет следы неандертальского происхождения, обычно около 2–3%. Геномы из Раниса и Златикуна показывают похожие уровни, примерно 3%. Это ставит их близко по времени к первоначальному событию смешения между нашим видом и неандертальцами, которые генетики оценивают где-то между 45 тысячами и 49 тысячами годами назад. Чтобы представить это в перспективе, если бы вы вернулись на 46 тысяч лет назад, вы бы увидели людей и неандертальцев, живущих на пересекающихся территориях по всей Европе и Западной Азии. Температуры были холодными, часто опускаясь ниже точки замерзания в течение месяцев подряд, со средними зимними условиями в Центральной Европе около 20 градусов по Фаренгейту.
В таких суровых условиях выживанию способствовали не только взаимодействие с ландшафтом, но и контакт с другими гомининами. ДНК теперь подтверждает, что самые ранние современные люди несут в себе генетические отголоски тех встреч. Но здесь загадка становится глубже. Неандертальское наследие в геномах ранниса и златикуна, по-видимому, происходит от того же события, которое затронуло все другие неафриканские популяции. Иными словами, эти ранние европейцы не пережили дополнительного уникального скрещивания с неандертальцами уже после их поселения в Европе. Вместо этого они несли генетический отпечаток гораздо более ранней встречи, возможно, на Ближнем Востоке, до того, как они распространились по Европе. Это открытие меняет повествование, предполагая, что первые контактные зоны между людьми и неандертальцами находились не в глубине европейских лесов, а южнее, на перекрестках континентов. Расхождение людей из Раниса и Златикуна также вызывает вопросы об их судьбе. Если они представляли одну из первых волн людей в Европу, почему же их линия исчезла? Климатические изменения, вероятно, сыграли роль. Около 45 тысяч лет назад Европа пережила резкие похолодания, так называемые «холодные удары», которые преобразовывали ландшафты в течение нескольких десятилетий. Обширные леса уступали место открытой тундре, стада дичи перемещались, и нехватка пищи усиливалась. Конкуренция с неандертальцами, которые уже были хорошо приспособлены к европейским зимам, могла добавить давление. По словам инсайдеров, малый размер этих популяций, вероятно, был их наибольшей уязвимостью. Генетические исследования предполагают, что они жили в группах численностью всего в несколько сотен человек максимум. Малые популяции хрупки. Суровая зима, вспышка болезни или серия неудачных охот могли резко сократить их численность. Со временем их линия могла быть просто поглощена или вытеснена более поздними волнами людей с иными генетическими подписью. Тем не менее, сами геномы хранят в себе отголоски стойкости. Эти люди сумели выжить в условиях, которые испытывали даже самых выносливых общин. Они несли орудия, традиции и гены, связывавшие их с более широкой человеческой историей. Их присутствие доказывает, что современные люди исследовали Европу раньше и шире, чем считалось ранее, распространяясь на сотни миль по пересеченной местности задолго до того, как континент стал их постоянным домом. Когда стало известно, что исследователям удалось секвенировать самую древнюю известную человеческую ДНК, научное сообщество отреагировало смесью восторга и осторожности. Открытие имело потенциал переписать историю. Лаборатории по всей Европе, Северной Америке и Азии быстро начали перекрестную проверку своих наборов данных, сравнивая то, что они знали, с недавно открытой генетической информацией. Результаты породили больше вопросов, чем ответов, как это часто бывает, когда наука продвигается в неизведанные области. Одной из первых областей, на которую это повлияло, стала археология. В течение десятилетий хронология миграции людей в Европу была предметом ожесточенных дебатов. Раскопки от Испании до Сибири раскрывали заманчивые подсказки о том, когда Homo sapiens впервые ступил на континент. Но ДНК женщины из Злати и индивидов из Раниса дала ученым новую опорную точку. Если эти останки действительно представляют одних из самых ранних европейцев, многие прежние предположения о том, как и когда люди прибыли, потребовали пересмотра. Некоторые исследователи начали предполагать, что определенные артефакты, ранее приписываемые неандертальцам, на самом деле могли быть изготовлены ранними современными людьми или, по крайней мере, в результате сотрудничества между двумя группами. Антропология тоже ощутила эффект. Секвенирование показало, что эти древние люди несли следы генетических связей, которые не укладывались в привычные категории.
Это заставило ученых пересмотреть, насколько различны или взаимопереплетены виды, такие как Homo sapiens, неандертальцы и денисовцы, на самом деле были. Хотя ископаемые долго намекали на взаимодействие, теперь генетические доказательства, казалось бы, подтверждают, что история нашего происхождения была далека от линейности. Медицинские исследования также обратили на это внимание. Хотя ДНК имеет десятки тысяч лет, некоторые генетические маркеры совпадали с признаками, до сих пор присутствующими у современных людей. Ученые, изучающие иммунитет, например, исследуют, возможно ли, что сопротивляемость или восприимчивость к определенным заболеваниям можно проследить до этих древних популяций. По некоторым сообщениям, фрагменты ДНК, унаследованные от архаичных людей, могут влиять на то, как современные популяции реагируют на вирусные инфекции или адаптируются к определенным условиям среды. Если это подтвердится, это будет означать, что генетическая история наших предков продолжает формировать нашу биологию. Тем не менее, это поле исследований сопряжено с трудностями. Извлечение и секвенирование ДНК из останков, которым десятки тысяч лет, требует исключительной точности. Контаминация современными источниками может испортить целые образцы, а стоимость секвенирования остается высокой. Несмотря на эти препятствия, технологический прогресс продолжает ускорять развитие. То, что прежде казалось невозможным, сейчас становится рутиной в специализированных лабораториях. С каждым годом новые методы позволяют ученым заглядывать еще дальше в прошлое, восстанавливая геномы все более древние и хрупкие, чем можно было представить. Итак, история древней ДНК еще не завершена. Секвенирование самых древних известных человеческих геномов, включая геномы ранее с 13 и женщины из Злати, не является финальной главой, а скорее началом новой эры исследований. Каждое открытие добавляет глубины нашей общей истории, напоминая нам о том, что корни человечества глубже и шире, чем мы когда-либо думали. Итак, что вы думаете об этом открытии? Поделитесь своим мнением в комментариях.